Всем привет, чуваки! Наверное, ни для кого не является секретом сокращающаяся база игроков в Доте. Сегодня мы углубимся в эту важную тему и проведем сравнение с аналогом Доты, Лига Легенд, чтобы понять причины такой стагнации. Давайте начнем с признания очевидного. Количество игроков в Доте на протяжении многих лет сокращалось. Это снижение не первый год вызывает обеспокоенность у игрового комьюнити. Несмотря на всю прелесть этой игры, она умирает по весьма банальным причинам. И это не столько больно, сколько, банально смешно. Ведь Valve сами ее до такого довели. Dota славится своей сложной игровой механикой и крутой кривой процесса обучения. Новичкам безоговорочно трудно разобраться в огромном разнообразии героев, способностей и предметов, что делает вступление в игру довольно сложным. Да, конечно, сейчас появилось хотя бы какое-то обучение. В мое время вы просто заходили в игру, ломали башню за снайпера против Акса в обучалке и вас бросали в реальную игру, как котят в шторм. Но даже текущее обучение не позволяет игроку освоить и 30% от необходимого минимума для комфортной игры. С другой стороны, Лига Легенд отличается более оптимизированным игровым процессом, более простая механика и постепенное обучение. Это все способствует привлечению и удержанию игроков. Вас буквально водят за ручку и знакомят с фундаментальными принципами игры. Коих, на секундочку, здесь и вовсе по пальцам пересчитать, в отличие от Доты. Еще один фактор, который нельзя упускать из виду, это само игровое сообщество. Ты реально отсталый и за игрой не следишь или чё? Какая разница, стан не стан? Дота не раз подвергалась критике за токсичную среду со случаями домогательств и негативного поведения. Как я говорил в своем прошлом ролике, такой опыт отталкивает игроков и отбивает охоту присоединиться к сообществу. И даже спустя столько лет эта проблема фактически не решена, на нее просто забили, хотя за 11 лет могли бы и попробовать ее облегчить. С другой же стороны, Лига, хотя и не свободна от токсичности, но приложила усилия, чтобы создать более гостеприимное сообщество. Инициативы Riot Games по борьбе с токсичным поведением позволили удерживать некоторый контроль над ситуацией и ставить на место особенно негативных игроков. Внимание Dota 2 к киберспорту, а в особенности к ее флагманскому событию The International, ежегодно привлекает значительное внимание. Однако наряду с этим Valve из года в год допускают одну и ту же ошибку. Они балансят игру, опираясь на профессиональную арену, а не на обычные паблики. Так получается, что 1% игроков рулит всей системой баланса, в то время как люди в пабликах зачастую сталкиваются с игрой в одну калитку. Чего стоит один тинкер, который комфортно себя чувствует от патча к патчу и ебет всех в паблике, просто потому что на профессиональной арене против него умеют играть, и Valve не обращает на него особого внимания. Зато посмотрите на бедного Земелю, которого пиздят ногами уже не первый год благодаря топам. В этом же плане киберспортивная сцена Лиги Легенд развита, но ее подход куда более сбалансированный. Riot Games позволяет более широкому кругу игроков участвовать в развитии игры, не давая чувствовать себя затененным соревновательным аспектом. Квартальные анализы пабликов и своевременные нерфы или апы персонажей дают какой-никакой баланс, на что действительно приятно смотреть. Еще больше боли приносит в доту система 50%, которая работает не как регулятор рейтинга, а как система удушения для игроков, которые стремятся прогрессировать. Потому как, чтобы ее преодолеть, нужно играть заведомо выше своего рейтинга на несколько тысяч ММР, иначе ты все равно не поднимешься. Только потому, что игра в один момент начнет закидывать в команду вообще неподъемный шлак из самых сливок ебланов доты, которых ну никак не получится вытащить. И наоборот. В Лиге Легенд игроки получают ранг на основе системы, которая по-настоящему учитывает их индивидуальные показатели. При этом и баланс системы 50% осуществляется скорее как просто более сложными, но реальными играми, которые вполне реально вытащить даже с более слабой командой. Тебе банально не кидает 4 человек с отрицательным винрейтом против мощного стака с винрейтом от 55%. Давайте же подведем итог. Сокращение базы игроков доты можно объяснить сочетанием факторов. Крутая кривая обучения, токсичное сообщество, пристальное внимание к киберспорту и непомерно серьезное пренебрежение игровым опытом паблика. В то время как Dota предлагает уникальный и сложный опыт, разработчикам важно было бы найти способы сделать игру более доступной и гостеприимной для более широкой аудитории. Возможно, усилить наказание за ливы, оскорбления и фид, добавить какую-нибудь, я не знаю, поощрительную систему для игроков, что соблюдают правила и своевременно докладывают о проблемных тиммейтах. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. До следующего раза.